Ммм. Конечно, островато получается. Ну, вкусно. Ребята, привет! С вами канал Мы из Краснодара. Меня зовут Кирилл. А это моя дочка Кира Кирилловна. Скажи привет. Привет. Сегодня мы с вами будем готовить в сушилке для овощей свиную вырезку. Да, Сейчас мясо. мясо. Сейчас мы вам все покажем. И рыбку. Давай, Кира, смотри, какое мясо у нас. Это я купил вырезку в мясном дворике. Убрала с нее все пленочки всякие разные, там ненужные. Да. По стоимости получился 231 рубль за 490 грамм. На первом этапе нам с вами надо избавиться максимальное количество от влаги, которая внутри находится. И для этого нам понадобится соль, сахар. Берем с вами по 6 столовых ложек. Этого будет достаточно. Сейчас все покажу дальше. Что ты делаешь? Я ухахаю. Она берет, выбирает, где сахар, и его пытается есть. Значит, ребята, сейчас мы с вами вываливаем мясо в смеси сахара и соли. Прямо хорошенько надо нам вывалить. После этого я убираю в контейнерочек и в холодильник примерно на 2 дня. Может быть больше, может меньше. Там посмотрим уже по факту, как выйдет у нас влага. Оно станет такое мясо задубевшим. Все, давайте. Одной рукой неудобно мне массажировать. Кира, ну что ты делаешь? Соль ешь или сахар? Соль. Не надо много соли есть. Ладно, продолжаем. Все, убрали мы мясо в ложечку в такую красивую. Соль, сахар у нас уже плотненько там помешано. Давай, Кира, накрывай. Вот так вот плотно мы закрыли. Да, и в холодильник на пару деньков. Будет появляться влага, ее надо будет сливать. Это вы можете смотреть каждый там примерно там где-то 12 часов. Все, давай. Воду слили. Всю соль, сахар помассажировали снова в нашу колбаску. Накрываем снова. Ну и убираем в холодосик снова. Я так думаю, что, наверное, уже завтра будем готовить. Ну, посмотрим. Как вот воды станет мало, так и будет готовить. Пока-пока. Прошло 2 суток. Мясо стало такое жесткое. Здесь прямо вообще жесткое. Здесь ну такое. Влаги вышло много. Каждые где-то 5-6 часов я сливал водичку. Все, сейчас мы берем, бросаем его вот так вот в тазик и заливаем холодной водой. 2 суток у нас оно простояло, значит 2 часа минимум оно должно в воде пролежать. Воду желательно как можно чаще менять. Можно вообще в проточную воду, но у меня септик и мне просто тупо жалко его заполнять проточной водой, поэтому буду как можно чаще менять воду. Все, увидимся еще. 2 часа прошли, постоянно воду менял. Пока не спешите сушить мясо. Многие этого не делают, но я считаю, что это нужно делать. У меня вот осталось уксуса немножко 9%. Я вот так вот сейчас это заливаем. И его всяко разно так вот обеззараживаем. Можно этого не делать, конечно. Но я, знаете, считаю, что береженного Бог бережет, сказала монашка, одевая презерватив на свечку. Поэтому пускай оно вот так вот у нас пару минут, 5 минут где-то так побудет. Потом споласкиваем и начинаем уже обваливать в специях. Вот так. Так, мясо мы промыли после уксуса. Просушили его салфетками, полотенцем. Из специй я буду брать кориандр, зира. Много будет паприки. Очень неплохое количество будет острого перца. Свежемолотый перец будет черный, базилик и чеснок. Обязательно чеснок берите сушеный, не свежий, потому что иначе такой зихер будет у вас по всей квартире, пока будет сушиться. Поэтому берем сушеный. Все, молим это, обволакиваем, смотрим, что получилось дальше. Нашу свиную вырезку мы замариновали. Сейчас кладем ее сюда. Включаем максимальную мощность. Сколько там, 70 градусов. И примерно так на 70 градусах делаем, ну, хотя бы часа 2. Чтобы все равно термическую обработку мяса прошло.
После этого убавляем и ставим где-то 45 градусов и дня на 3. Переворачиваем каждые там 12 часов примерно. Все, едимся. Ну вот, ребята, прошло 3 дня в сушилке для овощей в нашем дегидраторе. Чудесница. Значит, что мы видим? В разрезе она очень красивая. Вот эта часть очень сухая стала. Ну, это понятно, потому что тоненькие. Ну, а здесь довольно-таки мягко, упруго, вкусно. Ну, сейчас будем пробовать. Ну и давайте подытожим. Значит, смотрите. Мясо получается, еще раз повторюсь, вкусное. Остроты, конечно, много. Ну, можно поменьше, кому как. Соли не так много, как хотелось бы. Может, было еще побольше, хотя мне нормально. Что еще готовить классно? Это рыбу. Но это мы в следующий раз уже покажем. Будем готовить маленьких каких-нибудь рыбешек. Как они солятся и как они сушатся в этом нашем дегидраторе. С пивом просто бомба будет. Я вам рекомендую. Все, пока, ребята.